Итак, дорогие друзья, как я вам и обещала, я буду дарить вам работы, которые вам помогут перенести, пережить трудное кризисное время, которое в нашем мире уже, наверное, третий год идет. И до этого не было прям уж очень прекрасно и хорошо, а сейчас тем более приходится напрягать мозг, чтобы понять, как правильно, как сориентироваться, что делать и прочее. Невзирая ни на что, все, что в мире происходит и творится, я вам говорила, еще раз повторяюсь. Человек, который верит в магию, который почитает силы, он будет жить хорошо. Ему из ниоткуда это будет даваться. Я вам еще раз приведу пример, на всякий случай, для маловерных, для людей, у которых, сразу же нервная система сдает, то есть дает сбой, у них сразу паника, ужас, страх. Друзья мои, вот вы когда садитесь за руль машины, вы не знаете все строение машины, да, изнутри, как он там сделан. То есть как она сделана, извиняюсь. Автомобиль сделан, да, машина сделана. Может, есть знатоки, которые понимают в этом деле, не спорю, но основное количество людей просто садятся за руль, их научили, как водить машину, дали инструкцию по вождению, и все, они сели за руль и поехали. Вот вы, когда едете за рулем машины, вы же не думаете о том, а вот сейчас вот там, значит, бензин горит внутри, превращается в энергию, эта энергия заставляет мотор двигаться. Значит, когда вы тормозите, какие там детали подключаются, когда вы поворачиваете руль, какие детали заставляют колеса повернуть в эту сторону, в ту сторону. Вы же едете и постоянно об этом не думаете, правда? Если бы вы об этом думали, просто невозможно было вождение. Вот каждую секунду понимать и думать о том, вот теперь вот это подключилось, вот это вот, теперь электроника пошла в ход, теперь мотор заработал, теперь аккумулятор работает. Нет, вы сели за руль и едете. Машина вас возит, сама возит. И вы просто должны знать инструкцию по управлению машиной. То же самое в жизни. Вы попросите, и вот откуда судьба вам даст, через людей или какой-то необычный какой-то момент произойдет, что-то там случится, кто-то кому-то скажет, кто-то через кого-то вас найдет, попросит там, скажем, поработать у себя и так далее. Это уже не ваша проблема. Мир как паутина. Мы источаем, излучаем определенную энергию, каждый из нас. Вот люди, которые говорят, что все плохо в жизни, в мире, да, они пессимисты, с одной стороны. Но, друзья мои, они видят только плохое. Знаете, двое смотрели из окна, да, и один видел грязь, слякоть, лужи, а другой свежесть, чистое небо и весеннее настроение. Каждому свое, каждый по-своему смотрит на мир. Самое главное – научиться перестраивать свое сознание. Вот вам, скажем, перемешали зерна и гвозди в одной емкости и говорят, вот их отдели обратно друг от друга. Я вам скажу, что сделает оптимист, что сделает пессимист. Оптимист сначала выберет оттуда зерна, пессимист гвозди. Вот и все. Чем отличается человек творческий от нетворческого? Творческий человек знает, что он творческий человек, а нетворческий уверен, что у него не получится. Других отличий нет. Все в сознании, все в голове. Вот один винтик в другую сторону поворачиваешь, и жизнь совершенно другая. Всегда вокруг нас были экономические крахи, трудности, войны, катастрофы. Это жизнь, это исторический процесс, и он всегда будет идти. Если мы будем ждать, пока вот эта проблема решится, потом мы родим ребенка, полюбим кого-нибудь. Вот сейчас в мире наступит мир, я тогда выйду замуж. Вот если мы будем это ждать, то вся жизнь пройдет. Мы никогда этого не дождемся. Мы должны абстрагироваться и жить своей жизнью. Да, поддерживать свою страну, участвовать в определенных общих, коллективных каких-то моментах. Но в любом случае полностью
отдаваться этому и жить этим, и день и ночь сходить с ума, потому что ты не знаешь, что изменить и как сделать, так нельзя. Это уже будет не жизнь. Итак, смотрите. Вот энергия, паутина. Вот мы часть этой паутины. Если мы положительные люди, к нам идут положительные моменты. Если отрицательные люди, идут отрицательные люди, отрицательные моменты. Но каждый из нас может стать и положительным, и отрицательным, чтобы вы знали. Если мы перестраиваем свою энергию, перестраиваем тонкий мир, то есть подстраиваем под себя, вот мы обращаемся, просим, делаем, делаем определенные ритуалы, или заговоры читаем, или защиту, или на деньги и так далее, мы постепенно как бы перестраиваем свою энергию. Вот мы по волнам поднимаемся. Когда человек говорит, он на своей волне, вот это выражение не просто так. Мы по волнам поднимаемся больше, выше. И чем выше наше энергетическое состояние, тем больше к нам идет хороших новостей. Знаете такое выражение, да, деньги к деньгам идут. Это к чему сказано? Вот вы садитесь и просто вот разделите тетрадь до того, как вы начитали, стали делать ритуалы, начитывать, и после. И посмотрите, что у вас было до этого, а что есть сейчас. А я вам скажу, украшения, обновы очень много. Кто-то купил дом, кто-то квартиру, кто-то машину своей мечты, встретил человека, устроился на хорошую работу, уверенность в себе, спокойствие. Вы должны быть настолько спокойны, что вот эта уверенность вас должна просто вести вперед. Вот в мире, что бы ни случалось, вы должны быть уверены. Вот вам сказали там, например, вот какие-то фирмы контракт с вами рвут, не будут дальше работать. Все запаниковали, стали ругать всех подряд, как обычно. А вы подумали, так, надо пойти домой, начитать кое-что. Пришли, начитали, и вам лично звонят и говорят, а вы не хотите поработать вот в этой-то фирме? Пока что здесь не очень. Давайте мы с вами тоже заключим контракт, вы с нами тоже будете работать. Все, вы работой обеспечены. Вы должны быть настолько уверены, вы должны привести себя к тому уровню, чтобы ваша уверенность была стопроцентной. Это не то, что там надо верить, чтобы получилось. Нет, дело не в этом. Главное тут уважение даже больше, чем вера. Но вы должны все время просить и получать до того состояния, чтобы в жизни вот на любую проблему у вас было решение. Так, вот начальство какое-то меня гнобит. А что она мне давала? Подчинить начальство, от лютого начальника, как быть главнее, мое слово важнее. Я здесь, там есть у нас, да, рык льва, львиный рык, вуду и прочие различные направления. Так, села, посмотрела несколько, вот это можно, вот это, и это. Начитала. Через несколько дней начальство как шелковое. Они обходят стороной, боятся с вами вообще разговаривать или вообще пытаются с вами не связываться. Все. Вам деньги нужны, вы хотите машину купить, а все пугают, кризис, вот это, не знаем, что делать, как быть. Вы сели и начали начитывать. У меня есть ритуал. Да, как получить машину, автомобиль. Вот вы начитываете, именно нацелено на эту мечту. И через несколько месяцев у вас получается накопить деньги отсюда, оттуда, еще кто-то подарит какую-то скидку, кто-то срочно захочет машину продать, и вы купите вдвое меньше, за цену вдвое меньше. И, пожалуйста, я вам элементарно скажу, когда я действительно нацелилась, вот 100%, что я хочу дом, я уже поняла, к этому нужно тоже прийти. Я вообще-то консерватор, и для меня менять что-то в жизни очень непросто. Я даже косметику, то есть макияж свой могу годами один и тот же. Волосы, вы знаете, что у меня черный цвет и всегда черный. То есть вот для меня что-то менять в жизни очень непросто, очень тяжело. И я должна была к этому быть готова. Я когда поняла, что я к этому готова, я начала именно в этом направлении просить силы. Что я вот хочу, именно вот такое обрисовала, что я хочу. Чтобы был рядом лес, чтобы была тишина, недалеко цивилизация, чтобы было вот как я хочу.
чтобы... Я вообще, я поразилась, когда увидела дом, потому что это было вот просто вот то, что мне надо. Я ненавижу эти обои, я ненавижу разноцветные стены, разноцветные комнаты. Для меня один цвет в доме должен быть. Один цвет, он гармоничен, как будто вот общность всего дома. То есть одноцветный, причем дерево. И я когда вот себе в голове это все разложила, что именно я хочу. Я хочу каменный дом. И прочее, прочее, то есть не деревянный дом. Вот это вся... Самое главное, вы должны знать, что вы хотите. И вот тогда вам духи дадут. А то, чтобы не получилось, как в той сказке, знаете, иди туды, не знаю куды, принеси то, не знамо чё. Не так. Вот я хотела бы вот для начала, вот я даже не знаю, вот может работу, может человека встретить, может что. Нет, четко и ясно. И когда я захотела это, я когда в этой, в направлении вот этого вот сделала ритуал, если честно, я вообще транжира, я очень многим помогаю. Я очень много где отправляю. Я по жизни не умею я копить деньги, честно. Я много могу заработать. Мне не получается копить, потому что я водолей. Для водолеев это вот просто... Им нужен секретарь просто, который это сделает. Понимаете, вот которому ты доверяешь этот денежный расчет, а потом у тебя глаза на лоб. Не может быть, у меня столько заработано. Да, вот если бы у вас в руках были, они бы уже ушли. А сейчас можете что-нибудь купить. Ну ладно, не будем подробно говорить. Так вот. И вот нацеленно вы говорите, вот как это происходит. Ну вот я буду читать, а откуда она придет? Вы сделаете. А Вселенная сама решит, какой момент что привести. Так вот, так получилось, что человек решила... Точнее, она продавала эти дома, но они дорогие. Они были очень дорогие, и, естественно, они там стояли, это объявление 3 года, наверное, больше. А вот началась вот эта вся мракобесие, фигня вся эта. Люди как бы берегли деньги, уже никто особо таких покупки не делал. А ей нужно было срочно продать, ей нужно было там купить. Она уже как бы наметила себе, вот она уже нацеленно хотела купить что-то, не буду называть что, и ей не хватало, вот ей нужно было это все. И когда вот это все мракобесие началось, она испугалась, что теперь-то, наверное, 3-4 года уж точно вообще уже никто не купит. И она просто эти дома продала, вдвое меньше. Если не еще меньше, я бы сказала. Потому что сейчас 3 раза больше стоят такие дома. Особенно здесь. Это заповедное место, это заповедник. Здесь нельзя рубить деревья. Здесь вообще штраф за каждое дерево могут посадить. Понимаете, здесь заповедник. Заповедный лес. Рядом цивилизация, 20 минут от Москвы. Просто мечта, если честно. Мне силы дали более, чем я хотела. Не просто то, что я хотела, более, чем я хотела. Так вот. И вот в какой-то момент нам попадается это объявление, и там вот несколько раз зачеркнуто старые цены. И вот по этой цене мы еще даже подумали, почему так дешево на самом деле. Это дешево. Приехали сюда. Поговорили сначала Яна, потом... Причем я приехала, я уже сразу мне понравился, мы сразу взяли. Но это не суть вопроса. Она хотела быстро продать, и она продала. Вот мы попали в такой момент. Все построилось, все устроилось вокруг таким образом, что ей нужно было срочно продать. Ей уже было все равно, как, чего, побыстрее. И мы купили эти дома. И вот сейчас, вот за ту цену, которую мы отдали за эти дома, мы даже... Я не знаю, мы здесь даже 20 метров земли не купим, понимаете? Я о чем говорю? Вы попросите силы и будьте уверены, что они вам дадут то, что вы хотите. А как они это устроят, уже не ваша проблема. Женщина, которая написала, что у нее не было работы, у нее просто такое было состояние, причем я ее отчитала, я разозлилась на ее глупости. Я говорю, сколько можно уже занимать мое время? Изучайте канал, посмотрите, там все сказано. И она говорит, я подумала, может быть, действительно, я неправильно сказала, немножко обиделась, но это не важно. Она взяла мой заговор, начитала несколько дней и говорит,
на последние деньги 500 рублей вышла купить что-нибудь, крупу или что-нибудь детям. Уже не знала, что будет дальше. Встречается одноклассник в магазине, ей говорит: а я ж тебя ищу давно, ты где вообще, где ты живешь, чего? И вот он пригласил ее в кафе, посидели, и он сказал: я открываю здесь ресторан, мне нужен человек, свой человек, который может стать директором ресторана. Она снимала видеоролик, кстати, вот в старой гостиной, которую слили, она туда выкладывала. И она сказала: мне буквально через несколько дней меня назначили директором ресторана. Мне нечего было есть. Я думала, что мне делать? Последние деньги я покупаю детям еду. Понимаете, вот тоже, наверное, думала, да откуда она может прийти? Вот откуда придет? Ну, начитаю я, и что дальше? Ну, что случится? Доверьтесь силам. Самые тяжелые моменты жизни доверьтесь силам. Люди перед войной, уходя, заговаривали своих детей, заговаривали своих сыновей, мужей, они возвращались назад. С ранениями, там, с какими-то ожогами незначительными, но живые. Понимаете, люди верили в силу магии и правильно делали. И вот я вам говорю, не напрягайте свой мозг. Откуда мне это придет? Как это возможно? Помните, скатерть-самобранка? Откройте мой ритуал, который я вам подарила, чтобы всегда была еда. Для тех людей, которым тяжело концы с концами сводить, скатерть-самобранка. Вот проводит этот ритуал, и все время отовсюду. Вот женщина сама, я как-то голосовой вам включала, что она провела этот ритуал, говорит, у нас холодильник был просто пустой. Вот эти дни были, когда даже выходить не могли люди без определенных этих разрешений. И что вы думаете? Значит, на работе мужу там дали какие-то там консервы, кто-то привез, сказал, что магазин закрывает, и, в общем, вот заберите. Вот. И все сказали: ой, нам не надо, нам некуда это все. Все отдали ему. Потом, пока он ехал, его знакомый, у которого там тоже эти холодильники стояли с рыбой, и он сказал: вот сколько-то там килограмм рыбы, все это забирай. Одним словом, этот мужик пришел домой с рыбой, с арбузами, с консервами, со всем. Она говорит: нам на 3 месяца еда просто собралась за короткое время. И в конце еще бабушка откуда-то приехала, груженная фруктами, еще что там, колбасой, хлебом, булками. Вот это все она, значит, притащила детям. Ни с того, ни с сего. То есть у них не особо такие отношения были, а она Не думайте никогда, откуда придет. Просто делайте. И мои лекции перед ритуалами слушайте внимательно. Они часть этого ритуала, они тоже вам нужны. Просто некоторые идиоты берут, внизу пишут: вот с этой минуты заговор. Я их выкидываю, потому что человек, который просто берет, делает заговор, не думая, зачем это надо, а кто этот человек, который мне этот заговор дает, а что мне этот заговор даст, а кому это помогло до меня. Если человек тупо, глупо просто берет, делает все, что угодно, без разницы, такой человек никогда ничего не достигнет. Даже мне, верьте, не фанатично, а исходя из того, что говорят люди, сколько есть благодарности, что там происходит, как люди брали мои работы и как у них сработало. Даже мне, верьте, трезво, с холодным рассудком. Я тоже не люблю фанатичных людей, полоумных, потому что человек, который фанатеет от меня, который верит мне беспрекословно, даже не пытается спорить или думать, вообще включать мозг, такой человек сегодня мне говорит: вы божество, я вас обожаю. Завтра другой говорит, понимаете? Такие люди, они бесполезные. Им нужен кумир, им все равно, кому верить и кому поклоняться. Это тоже неправильно. Итак, сохран купеческий, или да, в принципе, так правильно назвать. Хочу вам сказать, на кошелек читайте, по 3 раза в день, значит, 3 раза в день по 6 раз. Читайте на кошелек. Кошелек должен быть или красный, или черный. Кошелек должен быть хороший, с настоящей кожей, потому что вам должно быть приятно открыть, посмотреть. Некоторые не хотят деньги считать свои, считая, что там мало, они разнервничаются, то есть они избегают. Неправильно. Вы, считая деньги, передаете свою энергию деньгам. Кто часто считает деньги, тот всегда живет при деньгах. Есть такие люди, любят пересчитывать, положили обратно и все такое. Еще раз напоминаю, моя лекция «Закон денег. Ведьмина изба». Набирайте и внимательно слушайте. Там очень много простых советов, которые мы всю жизнь нарушаем, вот эти вот маленькие, большие законы. А потом удивляемся, почему нас
деньги не идут, почему они нас не любят. Деньги должны нам служить. Не мы должны служить деньгам. Деньги должны нам служить. Понимаете разницу? Мы должны их зарабатывать и тратить на свои нужды, на какие-то приятные вещи, на что-то такое, чего я очень хочу, мечтаю, и вот хочу заполучить для ребенка, для любимых людей и так далее. Но деньги нужно уважать, денежную энергию и эгрегор денежный. Итак, кошелек. На свой кошелек. Можете открывать кошелек, можете так начитывать. Разницы особо никакой. Деньги золотые, деньги серебряные, деньги медные, деньги местные, деньги заморские. Цари вас собирали, князья вас считали, купцы вас копили, богачи вас приумножали. Благословляли и мне передали. Отныне казна богатая моя. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам. Считать мне деньги не пересчитать, достаток до богатства знать. Азьма речена, слово дело, заклинаю. Деньги золотые, деньги серебряные, деньги медные, деньги местные, деньги заморские. Цари вас собирали, князья вас считали, купцы вас копили, богачи вас приумножали, благословляли и мне передали. Отныне казна богатая моя. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам. Считать мне деньги не пересчитать. Достаток до богатства знать. Азьма речена, слово дело, заклинаю. Деньги золотые, деньги серебряные, деньги медные, деньги местные, деньги заморские. Цари вас собирали, князья вас считали, купцы вас копили, богачи вас приумножали, благословляли и мне передали. Отныне казна богатая моя. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам. Считать мне деньги не пересчитать. Достаток до богатства знать. Азьма речена, слово дело, заклинаю. Деньги золотые, деньги серебряные, деньги медные, деньги местные, деньги заморские. Цари вас собирали, князья вас считали, купцы вас копили, богачи вас приумножали, благословляли и мне передали. Отныне казна богатая моя. Нет счету звездам, нет счету моим деньгам. Считать мне деньги не пересчитать. Достаток до богатства знать. Азьма речена, слово дело, заклинаю. Ну, я 6 раз я не буду читать, в принципе. Я думаю, что вы весь принцип поняли. Здесь алтарь не нужен, здесь ничего не нужно. Это все для красоты создано, потому что я творчески подхожу к своим работам. Вы просто берете кошелек в руки и начитываете. 6 раз. По нескольку раз в день, сколько вспомните. Может, и хоть 1 раз хотя бы в день начитайте, и то хорошо. И все у вас придет на приумножение. Всем удачи, всех благ. Доверяйте силам, никогда ничего не бойтесь. В себе задушите страх. У вас вот этого страха быть не должно. Когда человек не боится остаться без денег и на улице, то он никогда на улице без денег не останется. Двери для всех бед открывают перед нами страхи, наши страхи. Что боимся, то и получаем. То есть чего боимся. Поэтому думать, запрещайте думать. Не воюйте с этими страшными мыслями и сомнениями никак. Не надо противостоять этим сомнениям, ничего. Просто не обращайте внимания. Игнорируйте. Эти мысли будут появляться и исчезать. И со временем вы заметите, что они уже не появляются. Потому что вы себя натренировали, грубо говоря, настолько хорошо, что ваше сознание уже распознает эти мысли и убирает в чуланы потаенные. Всем удачи, всех благ и живите в достатке.